Еще есть один интересный момент, о котором бы хотелось поговорить, это о том, что искусство неуничтожимо. То есть последнее, что человек сможет уничтожить в этом мире, это искусство. И говоря уже о потребности искусства как некоего, скажем так, феномена культуры, в котором, собственно говоря, культура и растворена. Она поглощена и объята искусством. Понимаете? Вот если посмотреть на вот экспозиции в любых всех музеев, всех стран и народов, то фактически мы встречаемся с артефактами искусства. Понимаете? Либо это орнаментика, либо это дизайн, либо это какие-то утилитарные вещи, традиционные, либо орнамент. А трудно себе представить более глубоко утилитарную вещь, чем орнамент. Мы не говорим о сакральном смысле. Это была защитная реакция человека. Изобразительной деятельности нас окружает, нас поглощает. Понимаете? Ну, скажем так, в ведущих музеях мира в экспозиции обычно где-то от 5 до 10% всех работ, которые сохраняются в этих музеях. Ну, я условные цифры, ну, порядок их будет должен вам быть понятен. Вот. То есть фактически выставить и показать все работы всех художников, всех времен и народов не представляется возможным. Вот. Ну, допустим, ну, давайте так вот, Каравеллы грузили голландской живописью в свое время и отправляли в Америку. То есть вот представьте себе Каравелла картин. Вот. И она же едет. Вот. Есть такая Амбрания. Это область в Италии. Там скульптур было больше, чем живых зрителей. Понимаете, то есть там, ну вот оттуда римляне вывозили, грабили там, может, в свое время. Вот. То есть неуничтожимость искусства, о которой я говорю, она, в общем-то, с этими связана. Вот. Даже более того, я скажу, что качество не страдает. Понимаете, просто когда-то есть такой галерейщик Марат Гельман, я слушал его интервью, вот. Он сказал, что сейчас нынешняя проблема всех художников и искусства в том, что аномально большое количество хороших художников. И поэтому выбрать нечто – это дело случая, а не, скажем так, планомерного глубокого поиска, исследования, изучения или, скажем так, размышления какой-то аналитики. То есть вот где-то момент случайности все-таки существует. То есть вот, допустим, не дошли до того зала, где хранилась эпохальная работа, которая могла бы, скажем так, тоже прозвучать. Не потому, что она лучше, а просто она не хуже. Понимаете? То есть искусство определенным образом дошло до предела своих выразительных возможностей. То есть фактически мы пережили уже и абстракционизм, и, скажем так, вот и модерн, и постмодерн, и постмодерн. То есть сейчас искусствоведы, ну, скажем так, даже не знают, как это все называть. Ну, то есть там стили реакции, стили эмоций, стили какие-то там концепты, какие-то там... То есть это все от того, что попытка искать там, где, может, и не стоит искать, понимаете? То есть, и поэтому я вот смотрел, по телевизору, естественно, парижскую выставку современного искусства. Вот буквально этого года там, человек ходил с камерой, я смотрел, вот. В принципе, все очень узнаваемо. То есть что-то и где-то, и как-то из всего того, что там представлено, уже было. То есть сейчас нету первичного, первостатейного искусства, которое в основе своей, скажем так, составляет явление или эпоху. Понимаете? То есть искусства много, а движение искусства вперед или вглубь практически, скажем так, пробуксовывает. То есть мы его не видим. Дело в том, что научиться хорошо рисовать, этому научить можно, поверьте мне, можно любого нормального человека с нормальной психикой научить рисовать.
делать очень хорошие картины. Копиистов великое множество. Даже, скажем так, последователей великих художников тоже колоссальное множество. А вот, скажем так, мастеров, которые самодостаточны, ну, они крайне редко случаются. Ну, то есть их можно взять на пересчет. Ну, там, допустим, Босх, Брейк, Леонардо, там, ну, в общем, ряд имен абсолютно обозримый, там, Тициан, да, вот. То есть великих эпохальных имен, вот каждый человек эпоха. И опять же, вот мы возвращаемся, ну, как писать историю искусства. Есть некоторые эпохи, в которых были художники, которых оценили значительно позже, мимо которых эпоха прошла, как это было с Вермеером, например, тем же самым, понимаете? То есть вот эти вот вещи, они, ну, скажем так, преследуют искусство на протяжении всего периода его существования и его активной деятельности. Вот. Поэтому реально искусство это до сих пор остается, ну, скажем так, актуально именно своей незавершенностью. Завершить искусство нельзя. И вот тут наступает интересный момент. Вдруг включается технический прогресс. И я хочу немножко поговорить об искусственном интеллекте. Современные поползновения, которые я наблюдаю, восторженные молодые люди, двоечники, они начинают показывать деяния вот этого вот искусственного, это данного интеллекта ли вопрос. Была когда-то потрясающая передача, там наши украинские интеллектуалы рассуждали, там был тренд, там, в общем, такие им имена на слуху, я их не буду называть, вот, и они долго, мучительно обсуждали перспективы искусственного интеллекта, куда он движется, что он из себя представляет, вот, чем отличается искусственный интеллект от неискусственного, там приплели Го, вот эта игра, шахматы, то есть все это совершенно замечательно. И они все, вот эти очень умные дяди, ну там дяди, тети там не, вот, не задали один простой вопрос. А может ли искусственный интеллект пошутить? То есть банально, возможно ли чувство юмора, искусственно созданное вне участия человека? Понимаете, вот эта вот проблематика с юмором, она более наглядна и очевидна, чем прорыв в сфере изобразительной деятельности. Вот. Почему? Потому что мы в силу динамики самой жизни по определению не можем вернуться на исходную позицию, поэтому мы постоянно движемся по какой-то невообразимой траектории, которую пытаются представить то в виде какой-то диалектической спирали, то какой-то там линии судьбы от первого пришествия до второго пришествия, то есть это вот традиция европейская, например, то же самое, да, вот, то это пульсирующее нечто, как это там на восточной традиции. Вот. Но, тем не менее, что в жизни все не то, не то, не то и не это. Вот. И в любом случае искусство является необходимым и неотъемлемым компонентом на протяжении всего. Почему искусство неуничтожимо? Потому что если мы избавимся от искусства, то реально мы останемся перед таким, перед бездной, понимаете? То есть перед бездной, которая совершенно неинтересна и совершенно монотонная. Вот, и, собственно говоря, теряется сам смысл всего происходящего, понимаете? Опять же, о красоте. Опять же, вот, понимаете, вот я когда-то, кстати, почему я? Не, очень многие художники пытались найти идеал красоты. Ну, то есть, читали всякие умные книжки, там, эстетику, совершенно потрясающие там всякие исследования, там, интеллектуалов, там, глубокие, такие иногда оригинальные, иногда парадоксальные, понимаете? Вот. Но на выходе все равно выходило, что не получается. Не получается найти ответ на простой, банальный вопрос, что ж такое красиво, да? Вот. Я дал свое определение этого феномена. Вот. Ну, он предполагает очень длительное объяснение. Ну, скажем, в наиболее простом случае это нелинейная гармонизация дисгармоний. То есть,
Что это значит? Это скучное такое почти математическое определение, то есть, повторяю, нелинейная гармонизация дисгармоний. То есть гармонизация гармонии – это канон. То, что мы со студентами рисуем в аудиториях, когда учимся рисовать. Чем канон отличается от идеала? Канон – среднестатистически типическое явление. То есть, что это значит? Это значит, что, ну, скажем так, вот мы идем по улице, да, говорит, вот смотрите, какие у этой барышни роскошные уши. Большие, понимаете? Как у хорошего такого, ну, животного какого-то, условно говоря. Вот. Или вот идет там некий господин, и у него нос выдающийся. Вы смотрели, нос какой-то, глаз отдыхает, то есть большой нос, выразительный. Как мы определяем, что у кого-то маленькие глазки, у кого-то большие уши, у кого-то большой нос, маленький рот? Мы имеем внутри себя усредненный канон. То есть мы видим какой-то определенный среднестатистический идеал соразмерности, характерный для представителей вида Homo sapiens. Все, в каноне больше ничего нет. А вот откуда взялся канон? Это тоже, опять же, интересно. Вот смотрите, греки, они, в общем-то, они путаники, конечно, невообразимые, но им повезло, они первыми задали эти вопросы. Вот, и когда они озадачивают, почему они восхищались человеческим телом, там вот, любили там его изображать, все. Почему? Потому что реально на Олимпе они все ходили раздетые, боги. Ну, то есть, зачем им одеваться, они выше этого. Ну, то есть, Бог, он Бог и есть. Вот. А по их парадигме, то есть мировоззренческой установке, что человек подобен Богу, но Бог совершенен. И вот, в общем-то, изображая совершенного человека, они тем самым приближали этого человека к статусу Бога. Понимаете? То есть, это довольно простая такая логическая цепочка, которая, в общем-то, нас преследует. Так вот, о каноне. Канон – это как раз вот то, что характеризует божественное совершенство. Но совершенство не предполагает обязательно красоты. Понимаете? То есть совершенство всегда... Совершенство может быть одно, а вот красоты невообразимое количество. Ну, то есть вот... допустим, ну мы же не можем сказать, что вот это животное красивое, а вот это некрасивое. Раз оно существует, в нем уже есть что-то. То же самое и у людей. Просто готовы ли мы увидеть это в них? Понимаете? И вот этот момент понимания вечного поиска не окончательного, а очередного канона красоты, это то, что понял Голливуд. То есть они абсолютно безупречны, они полагаются исключительно на интуицию и на кассовые сборы. То есть отбор происходит абсолютно прагматично, и, в общем-то, он практически всегда безупречный. В том смысле, что безошибочный. Вот. То есть, когда мы пытаемся, ну, скажем так, ну, зачем две Софи Лорен? Или там, ну, я не знаю, там сейчас современные какие-то более такие выдающиеся артисты, актрисы, да? Вот. Но зачем их две? То есть нужна еще одна другая, ну, с той же системы, ну, скажем так, значимости, статусности и, скажем так, опять же, красоты. Так вот, красота, она именно в том и есть, что она неповторима в каждом следующем моменте. Понимаете? А вот гармония – это исчисляемые вещи. Ну, это вещи, которые уже связаны с психофизиологией визуального восприятия. Есть такая сложная такая дисциплина, которая, в общем-то, особо никому не интересна. Вот. Но, тем не менее, в основе она есть. Вот. Еще просто, да, самое интересное другое, что она художникам не нужна. Они это уже знают. Понимаете, это для тех, кто хочет прочитать, не зная. Но, с другой стороны, это такая же самая это напрасный труд, как и, скажем, попытка пересказать мелодию там своими словами, вот, или рассказать об оттенках цвета, там, допустим, даже очень богатым литературным языком. Это нереальные вещи. То есть, вот в чем особенность искусства? В том, что оно очень информативно. Мы же знаем, допустим, такие простые вещи, как
количество визуальной информации мы потребляем 90%, а на все остальные рецепторы восприятия приходится всего 10%. Цифры, естественно, условные, но порядок соотношения где-то остается неизменным. У разных людей по-разному, у разных культур по-разному, но тем не менее это все сохраняется как нечто само сущее и самодостаточное, понимаете? То есть визуальная информация наиболее информативно емкая. И вот тут мы приходим к совершенно замечательному моменту. Плюсы и минусы изобразительного искусства. С одной стороны, как заметил народ, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но с другой стороны, у каждого свой Винни-Пух, свой Чебурашка, свой Буратино, свой казак Мамай, там, допустим, или, я не знаю, там, ну, то есть любой литературный герой, там, Снегурочка, там, Дед Мороз, там, даже святые, кстати, они же, в общем-то, вот, почему в Египте жрецы, вернее, художники приравнивались к жрецам? Они знали, как изображать богов. То есть это высшая каста посвящения, допуск. Понимаете? Вот. То же самое и здесь. То есть визуализация определенным образом сковывает фантазию. То есть в этом ее негативный момент. То есть, с одной стороны, колоссальная информативность, с другой стороны, подавление личной субъективной способности воображать некие объемы, некие образы, некое, скажем так, нечто, выходящее за рамки определенной традиции, определенного видения, и, в общем-то, при этом пытаясь не повторяться. Понимаете? То есть, вот, опять же, вот это соотношение красоты, канона, гармонии, оно нас будет преследовать постоянно. И в этом еще один момент такой, знаете, красоты. Ведь красота ведь не от сложности. Вот традиционно, вот, допустим, как вам сказать, ну вот я по себе могу судить, я по другим не могу судить. Ну, допустим, для меня нету гениальных, великих, больших картин. Ну, типа вот «Последний день Помпеи», там, или там «Светочи христианства», или там та же самая там «Явление креста народу», или там нету. Но там есть потрясающие фрагменты, вот ради которых можно смотреть эту картину. Там, ну вот, удачный. Но в целом картина большая, пафосная, многофигурная, она предполагает не восприятие, не созерцание, а разглядывание. И она воспринимается через литературную парадигму. То есть она не показывает, а рассказывает в большей мере, чем есть, в общем-то, на самом деле, и то, что есть значимо в искусстве по определению. Понимаете? Поэтому, ну, скажем, великие картины не обязательно большие по размеру. Скорее наоборот. И еще один такой интересный момент, что они всегда где-то имеют в себе элемент случайности, возникновения. Понимаете? Как человек, художник создает картины, это отдельная тема. Я вот, скажем так, ну, я какие-то картины я рисовал все-таки в этой жизни, да? Вот. Но, тем не менее, я не знаю, как я их придумывал. Ну, то есть я не могу проследить логическую цепочку от начала картины и до ее завершения. Это, ну, вот где-то ближе всего подошел к пониманию Сократ. Вот. Вот тот настоящий Сократ. Он, кстати, был по специальности каменотес, ну, по-ихнему, а вообще-то он был скульптор. Он хорит там ваял на храмах, и, в общем, он был не чужд этого ремесла. Так вот, в общем-то, видимо, оттуда вот где-то он излагал вот эту идею узнавания, создания и параллельного узнавания в созданном желаемом. И вот когда вот эти две направляющие максимально были близки, картина считалась, или произведение искусства считалось завершенным. Почему? Потому что если художник пойдет дальше, что они опять начнут расходиться. То есть он пройдет эту точку возможности остановиться, почему художники говорят, что в нашем деле главное вовремя остановиться.
Потому что законченная и завершенная картина — это две совершенно разные картины. Понимаете? Законченную мы даем заказчику. Вот там она уже все полностью от края до края закрашена, все там ручки закрашены, ноготки закрашены, там тряпочки накрашены, там все. И на заднем плане дерева все нарисовано, то есть все. То есть это печально. Почему? Потому что это не ведет к, собственно говоря, к изобразительному искусству. Вот. Оно идет просто, ну, скажем так, на потребу, для удовлетворения даже не эстетических, а любопытства. Насколько художник может нарисовать близко к натуре. Вот. И вот когда большинство художников научились рисовать близко к натуре, вот вдруг обнаружилось, что этого в искусстве недостаточно. Захотелось чего-то совершенно другого, и, собственно говоря, так возникло вот это все середина 19 века, современное все искусство. Ну, то есть там барбизонцы, потом импрессионисты, вот, потом модерн. Ну, в общем, короче, эту историю вы прекрасно знаете, я вам не буду ее пересказывать. Вот. Почему? Потому что есть другие вопросы и другие темы, которые тоже хотелось бы, в общем-то, где-то коснуться и, в общем-то, ну, попытаться хотя бы сформулировать. Почему? Потому что, допустим, вот это, опять же, проблема творчества. Мне когда-то от большого ума дали читать курс. Я не буду называть имен, просто не хочу. Вот. Технологичные основы художественного творчества. Ну, то есть технологические основы художественного творчества. Ну, то есть я должен был студентов 3-го курса научить творить. Ну, то есть из самого определения, самого понимания и названия этого предмета мне дали 9 лекций, ну, нагрузку определенную, там, какой-то объем практических работ. Это о чем говорит? Это говорит о непонимании составителей этих программ. То есть эти программы, ну, скажем, научить творчеству нельзя. Нельзя. Вот. И даже более того, нельзя вызвать в себе вот этот момент творчества. Его можно только не упустить. Понимаете? Вот этот момент, он очень существенный. Вот. Но это не вдохновение. Вот самое интересное, что вот когда, особенно меня вот умиляет, когда режиссеры кино звукового, цветного, показывают работу художника в собственном ее воображении, в ее представлении. Ну, видимо, такое распространенное мнение об именно работе художника, то есть шикарный такой антураж, там, картины какие-то там недописанные полотна, там роскошная натура какая-то там обнаженная или какая-то в каких-то доспехах, ну, колоритное, совершенно потрясающее нечто в этих каких шкуры зверей там лежат, ну, то есть, вот, и художник мучительно терзает эту натуру и пытается это все изобразить вот на фоне этой натуры. Вот. Это расхожее мнение, что художник работает исключительно с натурой, и для этого надо мучить натуру. Вот. На самом деле все гораздо ближе к жизни. Ну, скажем так, есть некоторые работы, я за других художников сказать не могу. Вот, и не буду. А вот, скажем, за себя могу сказать, что есть некоторые портреты, которые я придумал, еще не имея натуры. То есть, а потом под эти портреты, под эти образные решения я начинал искать подходящего человека с подходящей внешностью, которая бы совпала с вот тем моим замыслом, вот, который, в общем-то, возник еще до встречи с этим человеком, портретируя. То есть, оказывается, эта схема тоже работает. Так тоже можно. Особенно если учесть, что нынешнее поколение уже практически выросло в сфере переизбытка информации. То есть вот это еще одна колоссальная проблема, с которой, сталкивается художник. То есть есть очень замечательный момент, ну вот особенно вот есть такие аукционы, Сотбис, Кристи, там, ну короче, это нечто фантастическое. Ну, хотя это для жуликов. Вот. Я не говорю, что там жулики. Нет, но просто имеется в виду другое. Имеется в виду то, что цены, которые там, это так называемые
цены арт-бизнеса. То есть это подогреваемые и искусственно организовываемые цены. То есть, допустим, вот почему не любят продавать Леонардо? Да потому что все его работы известны. А почему они души не чают в Пикассо? Он написал 150 тысяч работ. Понимаете? То есть 150 тысяч работ у Пикассо. Вот, я не оговорился, это правда. Вот. Но это не картины. Это вот там он что-то на салфетке, что-то наскрябал. Его подобрали, в рамочку взяли, все, это произведение Пикассо. Понимаете? То есть не подумайте, что это такой колоссальный объем. Я говорю, художник рисует не так много картин, как всего остального, которое его сопровождает в этой, скажем, деятельности. Вот, да. Так вот, где 150 тысяч, там еще где-то 50 тысяч поместится. То есть человек уважаемый. Пикассо в тренде, Пикассо мы поддерживаем. Вот. А вместе с тем, допустим, если взять, ну, допустим, интересная, курьезная такая история была с Рембрандтом. Вот. Ну, известно искусствоведам, они уже чем-то занимаются все эти 300 лет после его смерти. Вот. Они посчитали, сколько он нарисовал, около 650 работ. Официально в галереях музеев мира, в галереях и в экспозициях 2500 работ Рембрандта. То есть их количество больше, чем он успел нарисовать. А почему? Потому что выгодно. Почему? Потому что вот эти эксперты, они, в общем-то, ну, была мода на Рембрандта, ну, значит, будем рисовать Рембрандт. Вот, чего изволите, понимаете? Тем более, что сейчас уже фактически отличить нереально. Вот, единственное, что, вот я же говорю, что художники класса и уровня Рембрандта до сих пор живы, и они существуют, и они могут сделать не хуже, а можно даже лучше Рембрандта. Просто он на изломе, он в точке бифуркации. Он состоялся как ключевая фигура искусства того времени. Поэтому это Рембрандт. Кстати, иллюзия о том, что он умер в нищете, это опять же в пользу бедных и утешения голодным художникам. Художники, нормальные художники никогда не голодали. Понимаете? Я имею в виду не вот этих вот несчастных эпигонов, которые пытаются что-то там изобразить и что-то из себя придумать и что-то доказать. Нет, это вот те люди, которые действительно не умеют рисовать, а художники. Кстати, об умении рисовать.